Фанаты волейбола, всем привет! Очередной обзор на этот раз 14-го тура Пари Суперлиги. Сегодня узнаем, удалось ли факелу прервать серию из 7 поражений, а также сколько партий сыграл Кузбасс. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете посмотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации волейбола, ссылка в описании. Ну а перед началом видео мне очень хотелось попросить вас поддержать еще один мой проект. Я создал свою волейбольную команду, и вместе с обзорами теперь на канале будут выходить видео с волейболом от первого лица. Формат эксклюзивный, ведь никто еще не делал этого с двух камер. Поэтому не поленитесь и после просмотра обзора поддержите новый проект своим лайком и комментарием. Ну и про аналогичные действия под этим видео не забудьте. И конечно же, прогнозы на тур в моем телеграм-канале выходят постоянно, переходите и оставляйте свои. Ну а я не смею вас больше отвлекать, наливайте чаек или кофеек, приятного аппетита и приятного просмотра. Стартуем в Москве, где волейболисты «Динамо» принимали «Нефтяник» из Оренбурга. Константин Брянский в этом году очень аккуратно занимается ротацией, выпуская по одному новичку к основному составу. В этот раз очередь дошла до 20-летнего центрального Михаила Падо. Именно он своей атакой завершил первую партию в пользу москвичей 25-19. Так подробно остановился на этом моменте только потому, что о самой игре говорить нечего. Уверенная домашняя победа москвичей 3-0. Самым результативным игроком стал диагональный москвичей Цветан Соколов, набравший 20 очков. Мой прогноз из телеграм-канала и протокол матча уже по традиции на ваших экранах. Перемещаемся в Новосибирск на встречу Локомотива и Газпром Югры. И вновь нас ожидал ничем не примечательный матч. Разве что стоит отметить какие-то сумасшедшие цифры в первой партии – 25-10. Да и возвращение Алексея Родичева на Локомотив-арену не получилось фееричным. 6 очков, 12% в приеме и 29 в атаке. 3-0 железнодорожники уверенно продолжают оставаться во главе турнирной таблицы. Самым результативным игроком стал Дмитрий Лызик, набравший 11 очков. Следом Казань и матч «Зенита» против Югры Самотлор. Опять же, долго на этом матче останавливаться смысла нет. Казанцы вторым составом не оставили ни единого шанса своему сопернику. 25-13, 25-19 и 25-12. 3-0 – предсказуемая сухая победа казанцев. Лучшим игроком стал Михаил Лабинский, набравший 14 результативных баллов. Теперь летим в Беларусь на матч Шахтера и Новый из Новокуйбышевска. Солигорцы за первую половину сезона явно дали понять всем командам Пари Суперлиги, что рассчитывают на плей-офф в этом году. Ну раз вы кусаете топ-клубы, то с командами из нижней части турнирной таблицы, даже несмотря на их победные серии, должны уверенно разбираться, подумал я. В общем-то, так и получилось. Шахтер без особых проблем оформляет сухую победу в матче 25-20, 25-22, 25-16 и 3-0. Отмечаем Андрея Марченко с 15 очками, обращаем внимание на остальную статистику, прогноз из телеги и идем дальше. Перемещаемся в прошлый год. Перенесенный матч 14-го тура, в котором встречались питерский «Зенит» и красноярский «Енисей». Первый сет уверенно остался за «Зенитом» 25-19. Во втором игровом отрезке красноярцы собрались и затащили соперника на баланс, где побеждает тот, кто меньше ошибается. Именно ошибка в атаке Федора Воронкова завершает сет 28-30. В третьей партии петербуржцы показали качественный волейбол, заработав преимущество в середине сета, и что самое главное, для не самой стабильной команды, они сумели его сохранить до конца игрового отрезка 25-22. На старте четвертого же гостям удался качественный рывок, и команда из Красноярска уверенно довела сет до победы 22-25, отправив болельщиков смотреть тайбрейк. В пятом сете при максимально равной игре с обязательным браком с обеих сторон все решила нервная концовка, где шансы на успех были у обеих сторон, но победа осталась за «Зенитом». Матчбол реализовал Воронков. 17-15, 3-2 – очередная вымученная победа питерского клуба. Самым результативным игроком встречи стал Федор Воронков, набравший 28 очков. Возвращаемся в настоящее. Нижний Новгород. Противостояние АСК и Новоуренгойского «Факела». Стартовый сет стал самым продолжительным во всем матче и сразу продемонстрировал, что никто не намерен уступать. Волейболисты обеих команд не позволяли отрываться сопернику больше, чем на 2 очка, что вылилось в равную концовку. Борьба за преимущество в 2 мяча продолжилась. Кульминация наступила после счета 33-33, когда сперва доигровщик Антон Карпухов скидкой выиграл очко,
и он же в следующем розыгрыше мощно пробил из четвертой зоны. 35-33, первая партия за хозяевами. Но уже во втором игровом отрезке такой упорной борьбы не получилось. Хозяева сопротивлялись мощному напору факела до середины сета, где потом свое веское слово в атаке сказали Динейкин и диагональный Корней Энс. Такого преимущества новоуренгойцев хватило, чтобы довести сет до победы 25-17. Затем команды вновь обменялись выигранными партиями. И если в третьем игровом отрезке решающим для победы Нижнего Новгорода после равного счета стала игра на блоке, то уже в четвертой партии у АСК просела атака, всего 38% реализации в нападении, а факел добавил еще и в подаче 17-25. Как итог, равный счет и переход игры на тайбрейк. В укороченной партии праздник волейбола продолжился. До счета 6-6 шла равная игра, когда сначала Энс отыгрался от рук блокирующих из первой зоны, а уже в следующем розыгрыше центральный Александр Мельников накрыл атаку первым темпом Александра Захватенкова. Мельников же точной атакой первым темпом позднее увеличил отрыв до 3 очков. Но нижегородцы не бросили играть. Сперва капитан Александр Петыркин отыгрался от блока, затем точен в доигровке был сербский диагональный АСК, а сравнял счет подачи на вылет Александр Захватенков. Борьба продолжилась. При равном счете 13-13 ошибку на подаче допускает Петыркин, и уже в следующем розыгрыше точку в матче ставит Динейкин, забив в доигровке 15-13. 2-3 факел прерывает свою серию из 7 поражений подряд. На очереди Тула, встреча между Белгородскими Львами и Уфимским Уралом. Об этом матче поговорим нестандартным образом. Говорят, что волейбол – командная игра, но даже в командных видах спорта необходим лидер, который может повести за собой команду. Именно таким человеком стал сербский доигровщик Урала Урош Ковачевич, который классно справлялся с приемом и феерил в атаке. Чуть позже к нему подключился и молодой диагональный Роман Паталюк. Эти два парня разрывали белгородцев, у которых были большие проблемы в атаке из четвертой зоны. Итог первых двух сетов 2 раза по 20-25. В третьей партии все шло к тому, что матч завершится именно в этом игровом отрезке. Но хорошая работа на блоке и в защите, а также несколько авантюрных решений при передаче Павла Тетюхина, который сначала доигровочный мяч отдал Заболотникову, а затем в идентичной ситуации отправил мяч китайскому доигровщику Джану, хотя все ожидали повторения предыдущей передачи, помогли команде Александра Волкова забрать сет себе с аналогичным счетом 25-20. Четвертая партия вновь проходила с преимуществом гостей, но львы опять сравняли. А затем команды на сетболе уфимцев подарили нам на 100% лучший розыгрыш этого тура. Правда, на результате матча это не сказалось. Очередной доигровочный мяч на матчболе, и Павел Тетюхин действует слишком авантюрно, доверяя мяч Заболотникову, которого смягчают на блоке. Все-таки в решающих моментах необходимо выбирать более надежный вариант. Ну а Урош Ковачевич делает свое дело и реализует атаку. 24-26, 1-3, хорошая рабочая победа Урала. Самым результативным игроком матча стал диагональный уфимцев Роман Паталюк, набравший 21 очко. Уже по привычке завершаем обзор матчем кемеровского Кузбасса, который в этот раз встречался с Динамо из Ленинградской области. Кузбасс начал матч с 3 номинальными доигровщиками, место диагонального занял Аспарух Аспарухов. Сможете посчитать, сколько команд в этом сезоне уже использовали такую схему? Жду ваши варианты в комментариях. В дебюте матча капитан кемеровчан зачехлил Назара Литвиненко, а затем подачей затруднил прием сопернику. Кузбасс вел игру под свою диктовку. Роман Пакшин сыграл через блок Константина Чушкевича. Александр Маркин добавлял очки из четвертой зоны. Денис Бирюков помог Динамо ЛО подобраться к сопернику. Но после тайм-аута кемеровчане ответили 3 мячами подряд. Ответа на действия Кузбасса не последовало, и при счете 20-25 партия осталась за гостями. Тодор Скримов забил на разорванном блоке кемеровчан. И пусть гости упустили начало второй партии, в середине сета Кузбасс совершил камбэк на подачах Алексея Лобызенко.
Но развить инициативу не получилось. Хозяева поймали свой драйв в атаке. Нашелся в игре Назар Литвиненко, Денис Бирюков отправил мяч под руки блокирующих, а затем забил с задней линии. При счете 25-19 сосновоборцы сравняли счет в матче. После равного начала сета волейболисты Динамо Айло вышли вперед. К середине преимущество хозяев выросло до плюс 5. На подачах Александра Маркина Кузбасс сократил разрыв. Но Денис Бирюков тут же провел удачную скидку, а Дмитрий Калинковский отметился в центре сетки. Александр Маркин оказался в руках блокирующих, а капитан хозяев вновь провел результативную атаку 25-20. После динамичного начала Кузбасс взял инициативу в свои руки. Хорошо сыграл Роман Пакшин, забил из четвертой зоны, а затем одиночным блоком прикрыл Тодора Скримова. После доигровщик подал на вылет и отыгрался от блока в аут. При счете 14-25 кемеровчане перевели игру на тайбрейк. На смену сторон подопечные Александра Климкина ушли с минимальным преимуществом. Денис Бирюков зачехлил атаку Романа Пакшина, а Спарухов отправил мяч в аут, а затем уложил мяч по линии. Сумасшедший по накалу матч закончился нелепо, двумя ошибками на подаче. 15-13, 3-2, домашняя победа сосновоборцев. Самым результативным игроком матча стал капитан Динамо Айло Денис Бирюков, набравший 22 очка. Протоколы и мой прогноз из телеграм-канала, как обычно, на ваших экранах. Вот таким получился 14-й тур Пари Суперлиги. Кузбасс сыграл 5 сетов 6-й раз подряд. Факел с трудом, но прервал серию поражений из 7, а Урал начинает свое шествие к плей-офф. Не поздновато ли? Турнирная таблица и расписание 15-го тура на ваших экранах. Ну и стандартная мантра. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео, комментарий приятный оставьте и в телегу заглянуть и оставить свой прогноз не забудьте. Также напоминаю про свой новый проект. Ну а с вами был Фанат Волейбола. До скорой встречи! И да, действительно, я собрал свою команду. В течение сегодняшнего видеоролика вы увидите разные форматы взаимодействия с двумя камерами на площадке. Oh my God, you are the devil.